У нас вторник, и дело, как говорят, нудное. Но для меня совершенно не нудное, совершенно приятно поблагодарить всех дам и господ, оказавшему этому каналу небольшую или большую финансовую поддержку. Это у нас следующие господа. Это господин с карточкой на 27. Спасибо ему большое. Значит, это у нас Владимир Ф. Ему тоже спасибо большое. Это Кузи 495. Спасибо большое. Это у нас Викас. Тоже ему спасибо большое. Так. Здесь, в другом месте, значит. 12-7. Значит, лидер прошедшей недели. Комитет единения и прогресса. Спасибо большое Комитету единения и прогресса. В 21:39 в воскресенье пришла 1000 рублей. Непонятно от кого. Спасибо. Дмитрий С. тоже спасибо большое. Анастасия Р. Спасибо большое. А также следующие еще дамы и господа на другом ресурсе. Это у нас Дмитрий Б. Спасибо ему. Значит, это Методикал. 1, 2, 3, 4 доната. Спасибо. И Хуб, у которого 3 доната. Тоже ему. Сейчас посмотрим. Спасибо большое, да. Больше никого нет. Вот. Значит, неожиданно, что я хочу заметить, вдруг у моих друзей, если можно так выразиться, в Фейсбуке вдруг подгорело, и все начали обсуждать одну и ту же статью. Эта статья появилась уже больше недели назад и связана с тем, что несколько ученых из университета Колорадо, значит, опубликовали статью в ПНАСе, значит, о мошенничестве в науке. Значит, их ситуация, она следующая, что им удалось найти определенного рода группы лиц, которые занимаются систематическим подлогом, они их называют бумажными фабриками. И эти систематический подлог, он растет с их точки зрения такими большими темпами, что намного превышает на самом деле темп роста публикаций, нового научного знания и всего прочего. Это очень интересный тоже подход, но надо обрисовать общую ситуацию. Не получится ли так, ловя за руку каких-то людей, которые занимаются изготовлением фальшивых научных работ или вписывания за деньги к вполне нормальному автору каких-то левых соавторов. Мы на самом деле занимаемся мелочами. Это то же самое, что мы ссоримся из-за того, что не так стоит стол в доме с окнами на вулкан, который вот-вот грозит взорваться. То есть вот такая вот ситуация. Почему я говорю, что вулкан грозит взорваться в этот самый момент? Что здесь может такого? Потому что наш любимый искусственный интеллект в лице больших лингвистических моделей, позволяющих очень быстро и очень просто изготавливать дубликат правдоподобной научной статьи, сопровождать его картинками, которые являются оригинальными, сопровождать его вычислениями, которые тоже являются оригинальными. Другое дело, что авторы бумажных фабрик пока не взяли это на свое вооружение. Но тем не менее, что-что, а уж искусственный интеллект умеет выдавать видимость за истину и умеет это делать в кратчайшие сроки. То есть мы на самом деле находимся на пороге взрыва того, что называется мертвым интернетом. Когда искусственные боты постят картинки, обмениваются между собой сообщениями и прочее такие вот какие-то вещи. Когда-то давным-давно уже в журнале кто-то умилялся этой ситуацией, что он по скайпу разговаривал с одним из своих друзей, а параллельно ему на сотовый телефон позвонил, значит, другой друг. И он ушел на балкон покурить, потом приходит, а там между собой, значит, компьютер, то есть ноутбук и телефон переговариваются. Следующая вещь. Это, конечно, все очень мило, но может оказаться так, что там нет вот этих самых друзей, нет человека, который ушел на балкон, а у нас есть то, что называется мертвый интернет. То есть для мертвых зрителей несуществующих, большие лингвистические модели и нейросетки изготавливают сериалы и фильмы, картинки и музыку пишут. Это несуществующие на самом деле виртуальные боты, люди со своей биографией. Они начинают на это отвечать и так далее, и так далее. Вот, это мертвый интернет. И вот на фоне этого мертвого интернета у нас возникает вот эта милая, камерная, красивая история по поводу мошенничества в науке,
по поводу бумажных фабрик и вот всего этого прочего. То есть, еще раз, ломают мебель, бьют посуду, при условии, что у тебя за окном начинает извергаться Везувий. И вот-вот тебя завтра или послезавтра засыпет пеплом. Пеплом, выходящих из громадных этих жерл, вулканов, искусственного интеллекта, так называемых, больших лингвистических моделей, нейросеток и всех остальных замечательных вещей. Вот, так мы вот живем, в таком мире мы как бы существуем. Значит, вот так. Ну, давайте еще, собственно, о научном творчестве. Существует определенного рода онтологическая вера. Она состоит, чем больше у тебя науки, то больше ученых, то ты лучше живешь, и у тебя более высокий уровень жизни в стране. Отчасти это так, отчасти это так. Но были счастливые времена, когда в Советском Союзе трудился каждый 4-й ученый мира, но нельзя было особо сказать, что народ как-то особо хорошо жил. Да? В том числе эти самые ученые. То есть, безусловно, они фантастическим образом уступали в уровне жизни своим коллегам на Западе. Это была, конечно, вещь совершенно бесспорная и известная. Поэтому хочется заметить, что это соотношение, чем больше науки, тем лучше жизнь, она работает не всегда. Она не всегда работает, даже чем у тебя больше инженеров, тем, скорее всего, ты победишь в войне со страной, у которых этих инженеров меньше. И это тоже не всегда работает. Но, тем не менее, вот некоторая такая вера есть, что если у тебя есть научные исследования, ты будешь их финансировать, то Господь не оставит тебя в своей благости ни в коем случае. Это такое есть на самом деле. И вот спрашивается тогда, как мы этой наукой можем управлять? И ответ, что никак. Что каким-то образом получается, что мы научным творчеством и научным процессом, скорее всего, или не можем управлять никак, либо можем управлять совершенно слабо. Но все-таки тут вопрос, большие деньги, финансы, как мы их должны распределять. Должен же быть какой критерий, какой ученый настоящий, какой ученый фальшивка. Ну это же так здорово, то есть если ты даешь деньги человеку, который больше тебе обещает. Он обещает тебе горячий термояд, там, в 65-му году, допустим. Ты даешь ему много денег, а люди, которые говорят, что это невозможно, они, соответственно, лжеученые. В 65-м году, когда этого термояда не появится, тебе скажут, что он появится в 70-м году, и ты опять теряешь деньги. И вот эта сильная задача, как отличить хорошего ученого от плохого, она встала перед нами во весь рост. И пока результат очень простой. Это публикация в ведущих журналах, и это количество ссылок на эти публикации ведущих журналов. Другого никакого нет. То есть у тебя есть какой-то набор журналов, которые приходят по специальным базам данных. Ну, это Web of Science или World of Science, как она называется. Или, например, Scopus. Они индексируют определенного рода журналы. И если ты публикуешь, значит, статью в одном этом журнале, то ты идешь в кассу своего института, своего государства, своего университета, и там тебе дают некую сумму денег. В зависимости от журнала, она может либо быть большой, либо совершенно маленькой и незначительной. Тем не менее, это то, кем ты являешься настоящим ученым. Если ты нигде не публикуешься, то, скорее всего, тебя выгонят из профессии, тебя выгонят от того места, где ты работал, и ты пойдешь там, ну, не знаю, чем-нибудь другим заниматься, там, курьером станешь, допустим, или как-то еще. Это очень важно, поэтому вот такой, это единственный способ, как оценить ученого, то есть это наличие публикаций в ведущих журналах каких-то, и в этих публикациях по возможности, чтобы у них был высокий хирш, так называемый. Хирш – это количество у тебя, количество ссылок на твои работы. Ну, что такое индекс Хирша равен 8? Это означает, что ты за свою карьеру опубликовал не меньше 8 работ, у которых количество ссылок на которые тоже не меньше 8. Если у тебя 100 работ, и на каждую по одной ссылке, то у тебя будет 1 хирш. Если у тебя будет одна работа, и на нее будет опубликовано всего лишь 100 ссылок, на нее будет, но у тебя тоже хирш будет равен единице. Вот такой интересный сигнал, вот этот самый хирш, если о нем говорить подробнее. Ну вот, есть импакт-фактор, то есть типичный импакт-фактор журналов, которые мы сегодня будем обсуждать, около единицы. Это означает, что на любую статью, которая в этом журнале опубликована, на среднюю, у тебя есть не меньше одной единицы, да, не меньше одной ссылки в течение 2 лет
после появления этой статьи. Ну, для примера, наши журналы в гуманитарной сфере, типа того Вестника Санкт-Петербургского университета, там история или что-нибудь еще, имеют импакт-фактор в размере 0,005 или 0,2, вот в такие вот размеры. То есть никто ничего не читает, что публикуется в российских журналах. Никому это не нужно, и никто на это дело не ссылается. Такая вот рода история. Вот такого коробка введения. Но еще раз я напомню. Тогда оказывается, что такое наука, что такое научная карьера. Научная карьера – это умение вот эти самые индексы, то есть Хирш и количество публикаций и все прочие, их иметь как можно больше. То есть вот это суть твоей научной карьеры. И как вы помните эту знаменитую историю, связанную с ядовитыми змеями в Индии, что пришли англичане и решили платить за каждую убитую, значит, змею аборигенам. Аборигены индийцы, то есть не будь дураками, они начали этих змей выращивать. И вот точно так же, вместо занятий настоящей фундаментальной наукой, ты можешь делать так, что будешь непрерывно публиковаться, вступать в консорциумы с другими учеными, которые будут ссылаться на тебя, и ты будешь на них ссылаться, при том, что ваши работы могут совершенно не пересекаться, но машинки, которые считает и Хирш, ей, в общем-то, все равно. Вот такие вот рода вещи. Вот такого рода. Этим занимаются как бы многие, этим занимаются все. Иногда это молчаливая договоренность между людьми, там встречаются, говорят, ты меня уважаешь, и я тебя уважаю. И начинают друг на друга ссылаться. Без конца и без покрова. Такая вот рода история. Значит, наши исследователи из Колорадо поступили следующим образом. Они взяли большое количество людей, значит, статей из открытых баз данных. На беду этих баз данных всевозможных есть базы данных, описывающие некоторые группы журналов и сотен наименований, да? Сотен наименований. В этих сотнях наименований, значит, оказывается следующая интересная вещь. В этих сотнях наименований есть фамилии редакторов. И тогда начали выстраивать определенного рода таблички. И мы сейчас переключимся, собственно, на эту статью, да, и мы будем... И сейчас мы посмотрим там большое количество красивых картинок. Значит, так. Вот, пожалуйста, господа. Дамы и господа, здравствуйте. Вот мы с нашими статьями. Значит, она ПНАС, авторитетный журнал, значит, организация, обеспечивающая масштаб научное мошенничество, являются крупными, устойчивыми, быстро растущими. Так, это преимущественно, значит, университет в Колорадо у нас есть. Преимущественно там, да? А вот Иллинойс, я сказал только про Колорадо, но вот тут же первый же Иллинойс был. Пришла на 4 августа 2025 года, то есть сравнительно давно уже, больше, неделю уже. Но замечу, что она была впервые отправлена, значит, 30 сентября 2024 года. То есть она больше, почти год лежала там, вот в этой вещи. Ну вот такая же болтовня, которую я сопровождал свое начало, про индекс Хирша, про всякое прочее, но нам интересуют же всегда картинки. Значит, смотрите, вообще говоря, с хищными работами научное общество борется. Оно иногда, например, Scopus выкидывает некоторые журналы из своего списка, и журналы перестают быть журналами Scopus, например. Или некоторые статьи отзываются, просто убираются из продажи. И еще есть такой PubPeer, такой есть. Это анонимный, значит, большой сайт, которого все очень не любят. Он состоит в том, что там люди делают комментарии к каким-то статьям, когда находят там что-то некорректное. Например, говорят, что эта статья украдена оттуда-то, оттуда-то. Или в этой статье есть большая картина, которые фальсифицированы. Или эти картинки заимствованы из других работ, часто из тех же самых работ, этих самых авторов. Вот такая вот эта штука. Там очень трудно бороться, там есть анонимные комментаторы, и на них пытаются подавать в суд, поэтому их найти нельзя, а PubPeer, значит, найти можно. И поэтому пытаются подать на него суд. Вот такого рода история. Значит, что еще здесь есть из таких вот вещей? Вот он обсуждает, как они это делают, а мы будем смотреть на красивую работку номер 1 под видом группы А. Значит, они берут некоторую статью и видят, что они по подходящим своим параметрам нашли почти 300 тысяч статей. Вот эти статьи опубликованы вот таким образом.
Почему они, значит, где-то в районе 2015 года у них максимум? А потому что, как бы, обновление по базе данным, оно идет с неким запозданием. И вот поэтому этих статей меньше, значит. И вот мы видим некоторую, при всем при этом мы видим некоторую очень интересную тенденцию. Вот у нас это самое возрастание. Оно было когда-то большое, 13-14 год. Потом количество работ, которых отзывают к 2020 году, уменьшилось. И вот уже сейчас оно вдруг начало резко расти. Но по всей опять повторяю, это эффект сдвига, как там вправо они называют или влево. Что вот в 2025 году они просто эти отзывы еще не сработали, они сработают позже. И тут встает тогда некий фундаментальный вопрос. Что у нас здесь есть на самом деле? То есть лучше ли их просто начали больше статей отзывать, или на самом деле мошенническая активность увеличилась? Ответ, она увеличилась. Вот PubPeer комментарии, вот те самые, значит, они на 2200 работ поступили. Мы видим аналогичную же ситуацию, но только мы видим слабый рост, вот опять ранее 25-го. Такую вот штуку. А здесь вот наверху у нас есть очень интересный показатель, short turnaround. В чем он состоит? Дело в том, что некоторые статьи, как предложенные вот это, они лежат до публикации 10 месяцев. У меня где-то статья, помню, лежала больше года. Правда, не из-за того, что ее редактор изучал, а потому что там была компьютерная графика, и они не хотели ее делать. Вот одна из моих работ, она лежала вот так, тоже сравнительно больше года. Вот, такая вот это была. Они обычно лежат долго, но есть некоторые статьи, которые рассматриваются очень быстро. Они тут же, за несколько дней, бывает за неделю. Вот они таких, вот эти быстрые статьи, они их здесь тоже видят. И мы видим, что на самом деле никакого возрастания здесь нету. То есть, если действительно в районе 2014-2013 года был пик таких быстро одобряемых статей, то вот подобного эффекта сейчас почти не наблюдается, или он выполнен очень слабо. И вот этого рода история. И вот тем самым они набрали там большое количество редакторов. Вот все редакторы статей, они вот такие, их и как бы почти 20 тысяч. И вот они набрали подозрительных редакторов 22 человека, которых статьи, которые они редактировали, то есть одобряли к публикации, наиболее часто отзываются. Мы видим, что их активность велика. Именно в настоящее время, то есть последние годы. Точно так же они могут терм редакторов нашли, у которых статьи, которые они их одобряют, они связаны, значит, PubPeer. И PubPeer тоже такая же высокая активность, она опять проявляется в настоящее время и так далее. А вот с короткими статьями, быстро одобряемыми статьями, тоже есть такой эффект, но он очень слабый. То есть он может использоваться, но может использоваться в качестве дополнительного индикатора мошенничества и вот такого рода. И вот здесь люди строят определенного рода вещь, которую я тоже хочу на самом деле вам ее показать. Она состоит, вот эта вещь, в том, что они стрелками связывают людей, редакторов и авторов. То есть один и тот же редактор может быть автором статьи, посланной в другой журнал, а в котором редактором является автор, который послал ему статью в некий первый журнал. И вот здесь черное — это количество вещей, которых они отзывали. И вот они нашли определенного рода кластер, вот из рода таких вещей. Видим, что они между собой обмениваются как бы стрелками. Вот есть те, которые отзываются, они только красные, а есть те штуки, на которые показываются только комментарии PubPeer. Ну и видим, что их цвет вот такой фиолетовый общий. Почему их фиолетовый цвет? Потому что эти люди, специально отобранные редакторы, они же авторы статьи, на самом деле, они показывают себе, что они вот такие, что они занимаются жульничеством там, там и там. То есть они во всех местах занимаются жульничеством. Вот. Вот обратите внимание, вот такой кластер, они его вычислили. То есть это означает, что есть некая устойчивая группа людей, они же авторы. То есть они зарабатывают, скорее всего, на том, что публикуют некоторую фальшивую статью, добавляют в нее за деньги себе соавторов, ее продают и потом размещают по любимым редакторам. Но давайте, чтобы вот тоже долго особо не ходить по этой самой статье, значит, мы отправимся вниз, в самую последнюю картинку, и будем обсуждать ее. Последняя картинка, ты где? Это картинка номер 5. Обсуждение, ограничения.
Вот, картинка номер 5. Давайте на нее посмотрим, значит. Такие вот вещи. Значит, отзывы вот определенного рода вещей. Так называемые вот эти отзывы. Как это происходит сейчас? То есть статьи обычно отзываются не по одной. Если по одной, то вот такой блеклый свет. Они отзываются сразу же десятками. И вот десятки — это вот такие пики. Вот здесь 2010 год, это было закрытие из основных баз данных, там журналов одной группы, из египетской группы. Они наделали большое количество журналов, и многие журналы были хищные. И мы видим, что сейчас? Что мы видим, что отзывы таких статей, опять-таки, оказываются максимально большими в настоящее время. Их больше, они серийные, то есть больше 10, и вообще по всем параметрам мы имеем стремительный рост. А вот эта статья, а вот этот график, он, наверное, является самым важным для нас. Вот он самый важный во всей этой ситуации. Что он из себя представляет? Значит, что он из себя представляет? Мы видим, что есть общий рост статей. Здесь он 10 в 6, между 10 и в 7 степени. Это количество публикаций в год. Мы видим, что количество негативных отзывов, оно тоже растет. Притом скорость роста негативных отзывов как-то растет достаточно быстро. Мы видим, что на самом деле есть статьи, которые журналы отзывают на самом деле. Мы видим, что они точно в 2010 году у них был некий, он тоже как бы растет. И угол наклона этой кривой, ну, в среднем, хотя не в последнее время, он больше, чем рост вот этих самых журналов. И вот по своей методике они пытаются вот эти лживые статьи, псевдостатьи, оценить их количество. Ну вот они их начинают по своей методике. И видят резко возрастающую прямую. И понимают, что где-то к 30 году случится так, что каждая из 10 статей, каждая статья будет хищной или, вообще говоря, вот такой поддельный. Вот это их самый важный процесс. То есть, если сейчас это все на уровне 1%, хотя я научно не верю я особо в 1%, у меня есть знакомая девушка, она по основной специальности водитель трамвая. Она написала кучу докторских диссертаций всяким художественным начальникам, там, художественным руководителям театров, там, каких-то там студий, просто чиновников и прочее. То есть вот она водит этот трамвай по основной специальности и за плату изготавливает людям докторские диссертации. Вот такого рода история она бывает. Вот. Здесь точно так же, видите, тоже красное вот количество журналов, которые, вообще говоря, появляются в базах. Значит, World of Science вот такой, значит, где Scopus-то? Здесь Scopus нету, да, без Scopus. И вот мы тоже эту самую видим, тоже ситуацию, что количество pub на эти статьи, pub-peer, все время растет, с одной стороны, а с другой стороны у нас получается и большое количество отзывов тоже на самом деле возрастает. Вот, то есть вот эти журналы, которые публикуют в себе достаточно большое количество работ вот этих как бы фальшивых за денег, их тенденция вот стремительным образом нарастает. Понятно, что они поймали не все. Я думаю, что все гораздо хуже. Вот все гораздо хуже. Вот обратите, тоже у них есть такое интересное исследование. Они говорят, что, ребята, у нас есть вот это рисунок номер 4. Они специально взяли генетику и говорят, вот, ребята, у нас есть определенные области, в которых много фальшивых работ, а есть, в которых их нету. Вот знаменитая технология CRISPR, это редактирование генома. По каким-то причинам представители фальшивых работ эту область обходят стороной. RAT это значит опечатки, видите, оно количество уменьшается, их эти опечатки. А это отзывы, retractions. Вот таким образом. А вот смотрим транспортные РНК. Тоже видим, опечаток много, а отзывов очень мало. И вдруг бац, у нас появляются циклические, значит, вот эти циклические РНК, которые там у нас есть. Мы видим, что отзывов больше, чем опечаток. Там стремительный рост. Мы видим, что микро-ДНК у нас, опять-таки, у нас здесь отзывов больше, чем опечаток. Стремительный рост. Мы видим, что другие, значит, другие микро-РНК, мы видим вот такая вот рода вещей. А вот эти некодирующие РНК, некодирующие, то есть длинные некодирующие РНК,
По ним ситуация вообще катастрофическая. Но я не знаю, с чем это связано, может, известно с практикой, потому что CRISPR это рабочая технология, а не кодирующая ДНК, это совсем, РНК. Это совсем другая технология. Вот такого рода истории, которую мы наблюдаем. Так, давайте я вернусь и начнем переходить итоги. Значит, всегда, то есть у них есть некоторое ощущение того сейчас на Западе, что это болезнь стран третьего мира. Действительно, там они разбирали некий случай. У них на первом месте по фальсификациям были индусы, на втором месте были иракцы. То есть люди, которые вынуждены были путем закупки подобного рода статей поднимать, собственно, научное реноме. Ну, может быть. У нас была, помню, история больше 10 лет назад, когда приставали к Казанскому университету, что у тебя плохо так. И они тогда выделили бюджет совершенно легально на закупку статей, там, чуть ли не в первом квартале, как они, нет, квентили, наверное, в первом квентиле Скопуса, или на втором квентиле, их потом за это поймали. Вот была вот такая история. С точки зрения людей, которые занимаются такими рода вещами, как пишут авторы статьи, то есть они восстанавливают справедливость. Они живут в бедных странах, они не получают реактивов, они не получают образования, они не получают возможностей. Гранты, которые они выигрывают, микроскопические на фоне тех, которые выигрывают представители развитых стран, да, особенно стран, в которых стоит печатный станок, да, которые живут возле печатного станка. И они таким образом просто пытаются восстановить справедливость, быть может. Или вообще. То есть они вот такие Робин Гуды, но не раздают это на всем, а тратят эти деньги, по всей видимости, на себя. Но опять-таки, давайте подводить выводы. Вообще говоря, вот такие рода проблемы, казалось бы, да, они... Я хочу что заметить от себя. Почему вдруг вот такой всплеск этого интереса? Ай-яй-яй, все плохие. Все подделывают статьи, есть хищные журналы, есть бумажные фабрики по изготовлению не только диссертаций, но и написания статей. Здесь я вижу нечто другое, нечто более формальное. То есть за вниманием к частностям пытаются спрятать основное, то, что происходит. Как-то. Это подобно тому, как ловят за руку там периодически там каких-нибудь несчастных российских спортсменов с их рекомбинированным эритропоэтикином или чем-нибудь еще, или с мельдонием, не обращая внимания, что в той же самой США работает практически государственная программа допинговая государственная программа. Просто вот реально работает. Просто все эти допинги, они, как правило, замаскированы за терапевтическими исключениями. То есть вроде бы ставят фальшивые диагнозы людям и лечат их лекарствами, которые сильно улучшают физические способности. И что в тех же самых Штатах есть университетская, то есть студенческая легкоатлетическая лига. И там в каждом диапазоне есть спортсменки и спортсмены. Их примерно 20 в каждом дисциплине. Личный рекорд которого превышает рекорд СССР России в этой самой легкоатлетической олимпиаде. Никаких допинг-контролей, никого здесь не делают. Но вот поговорить, что допинг это болезнь современности, прочее, это они могут. То есть вот такие вот рода вещи. И здесь вот похожая ситуация. Ты за вниманием к индусам или к иракцам несчастным и к их бумажным фабрикам ты прячешь нечто совсем фундаментальное, на которое стоило бы обратить внимание. Везувий уже готов извергнуться. Везувий готов извергнуться. Но вот так мне кажется. Вот, все, я наговорил свои полчаса. Спасибо. Я сейчас готов отвечать на вопросы. Если мне что-нибудь придет. Так, мне пришло что-нибудь? А мне ничего не пришло. Такого рода история. Ладно, где мои вопросы? Мошенничество вообще во всем мире, почти во всех сферах, зона взрывного роста. Думаете? Ну это может быть так. И кое-какая самая прекрасная страна в мире не исключение. Игорь, почему вы не махинируете? Насколько не хитро для вас манипуляция, у вас куча денег.
Ну, не знаю, я что-то как-то не представляю, как у меня с какими-либо манипуляциями у меня может быть куча денег. Я вообще не представляю, как это может быть. Сплошные плюсы получите. К примеру, по вторникам завяжите с нудными благодарностями и начните подтрунивать над нищуками, интеллектуалами, которые оккупировали ТГ-канал. Я не думаю, что это принесет каких-то денег. Я людей просто, которые мне присылают копеечку, как бы перестану благодарить. А каков смысл над людьми, которые пишут в наш телеграм-канал, подтрунивать, я вообще не вижу. Здравствуйте, Игорь. Всем крепкого здравия, интересного стрима. Да, спасибо. По традиции напоминаю о необходимости вашей поддержки. Не забывайте ставить обязательные лайки. Да, спасибо. А также по возможности проводить донаты на любую посильную, даже полностью символическую сумму. Ссылки на реквизиты указаны в описании к данному видео. Огромная благодарность всем отзывчивым. Вон Трамп уволил руководство Министерства труда из-за плохой статистики по и так завышенным показаниям. Где уж обычным ученым быть честным. Да, и это очень просто получается. Если ты не мухлюешь, то ты не ешь. Вот и все. Самый гнусный образец мошенничества – это стандартная модель квантовой механики. По-моему, нет. Я знаю большое количество гораздо более гнусных мошенничеств. У Стругацких был КРИ, коллектор рассеянной информации. Очень похож на современный ИИ. Да, наверное. А трактор Лоренца нарисовал сам машины, когда сам Лоренц вышел из кафе, не выключив ее. Ну вот не знаю ничего об этом. Наверное. Версия мертвого интернета мне крайне напомнила рассказы Рэя Брэдбери «Будет ласковый дождь» и отличный антивоенный мультфильм советский по мотивам этого рассказа 1984 года. Я боюсь, что я читал Брэдбери достаточно много, но вот этого, по-моему, не читал рассказа. И мультфильм, конечно, не смотрел. Лучший пример мертвого интернета – это электронные биржи, где 99,99% объема торгов производят роботы, а не люди через терминал. Значит ли это, что вулкан уничтожит электронные рынки? Скорее трейдеров. Да, он не уничтожил, но трейдеров. Но он же там не совсем мертвый интернет. Он же там не мертвый. Там просто... Ну, не мертвый, он же не мертвый интернет. Там все-таки просто люди навострились эту торговлю очень сильно автоматизировать. Все-таки предельная автоматизация и мертвый интернет все-таки это разные вещи, мне кажется. У нас тоже сейчас очень много что автоматизировано. То есть стандартная ситуация по производству автомобилей на 100 тысяч экземпляров в год, это там работает 1000 рабочих. А когда-то их было гораздо больше. И точно так же там, даже в такой развитой стране, как США, там, ну, примерно на начало 20 века примерно 80% в той или иной степени были связаны с производством сельскохозяйственной продукции. А сейчас это доли процента. Это тоже вопрос автоматизации. Но это же тоже не означает, что здесь все вымерло. Хирш – главная причина разрастания массы ненаучного шлака в академии. Еще в аспирантуре это понял. Никто не был заинтересован в самом эксперименте. Сигналист только за Хиршем. Да, потому что вот так бывает, что когда тебя оценивают. Так тебя оценивают. Тебя оценивают по... Ну, если ты начинаешь, говорю, тебе начинают платить за змей, то ты за убийство, за мертвых змей, ты начинаешь этих змей разводить. Вот, к сожалению, так. Кто не в курсе, в этом мультике от узбек-фильма описывает ситуацию, когда людей давно нет, а робот непрерывно продолжает готовить завтраки и ухаживать уже за пустым домом после ядерной войны. Ну, наверное, такое есть. Так вот, есть же у Станислава Лема непобедимый, да, знаменитый. Там тоже люди прилетают в некую планету и видят некий суперзавод, который из чего-то там что-то производит, а потом это, значит, на самом конце это производимый им механизм или что-то еще уничтожается и подается начало конвейера, чтобы из него опять начали то же самое производить. Вот такая вот бывает история. Если науки, где особо большие крутятся деньги по глобальным меркам, столько лжи и мошенничества, то представьте, сколько лжи и обмана в финансово-биржевой сфере. Ну, может быть, но бывает, что там тебя могут застрелить, а в науке обычно нет. Григорьева, экзам-декана физхимфака МГУ, меняет ректору присвоение премии Христофора Леденцова, купца начала 20 века.
А это 1 миллиард в год. Как так? Ректорат продал права на публикации за рубеж. Каково? Целый миллиард? Не поверю, что такое бывает. У нас в России. Не верю. Как донат из Киева послать? Ну, трудно сказать, как его послать. Я меня этот вопрос интересовал, как сейчас Западом можно посылать. Но боюсь, что пока что никак. Если вот как-нибудь заведу эти какие-нибудь там эти стейблкоины какие-нибудь заведу, то можно будет послать, а сейчас нет. Всем привет, Дмитрий, да, привет. Кстати, легко представить кратчайший научно-фантастический рассказ, бесконечно далекое будущее, жизни нет, вселенная почти полностью остыла, за исключением гигантской станции, которая продолжает генерировать крипту. Ну вот да, можно так. Приветствую ведущего и всех слушателей. Отмечаем день рождения Эрвина Рудольфовича Шрёдингера. Да, у него сейчас если день рождения, то давайте Рудольфовича поздравим с этим праздником, я просто не знал. Вот. Здравствуйте, Дмитрий. Всем еще крепкого здравия, интересного стрима. Спасибо. Никита Уткин. Шуе ППШ. А потом в случае снимут кино «Масон, выйди вон». Да, про этот какой-нибудь. Ага, это явно след британских ученых. Если сейчас писать статьи на основании нейросетей, то там, как правило, будет полная профанация, без рабочих ссылок. Да, они придумывают, да, нейросети придумывают ссылки, да. Ну и так люди тоже придумывают ссылки, ну что. Конечно, ссылки обычно придумывают часто. Или просто берется, передирается из какой-то, например, по диссертации какие-то ссылки из какой-то другой диссертации, и на них ссылаются. Их же не читают статью, и на них ссылаются искусственно в тексте собственной диссертации. Там сейчас есть проблемы. Главная проблема, например, у нас в диссертации состоит в том, что люди обычно очень плохо владеют мат-статистикой. Любые данные, таблицы, графики, они являются очень важными. Делают это так, что, например, находят какую-то работу, где как-то измеряется кровь, заменяется она на лимфу, допустим. А данные все передираются. Вот как-то такие вот ситуации выходят. Игорь Юрьевич, индекс Хирша такой же абсурд, как и ВВП. Показатель, который, если глубже копнуть, почти ничего не показывает. Вы знаете, наверное, что-то показывает, может быть, даже больше, чем ВВП. Поэтому важно вот понаблюдать за всем этим делом воочию. Игорь, у меня жена 2 года работала в Канаде. У Without интернета есть жена, оказывается. Он раньше нам рассказывал, что у него была Lamborghini, а теперь оказывается, что у него есть жена еще. Работала в Канаде в университете исследователем, участвовала в конференции США. Я с ней ездил, могу много чего рассказать по теме фальсификации грантов, но в целом вы правы. Но вы наверняка поэтому знаете больше, потому что пафос этой статьи преимущественно, что фальсификации и гранты – это дело ученых из третьего мира, а у них все более-менее хорошо. Поэтому вы, я думаю, много что могли рассказать и вот этим исследователям из Штатов. Это подобно тому, как допинг – это… На допинге бегают биатлонисты из России, а в Норвегии совершенно честная, кристально честная команда из одних астматиков. Вот как-то вот в таком духе что-то. И начинает рекомендовать все большему количеству людей. А вот. А нет, здесь это я пролистал просто, прошу прощения. Еще учась в университете, понял, что у нас науки как таковой нет, а есть ее бурная имитация за семьями здравомыслящих людей. Ну, не знаю. Имитация, да, она цветет, конечно, где-то. Но нельзя сказать, что совсем нету. Индия, Пакистан, Бангладеш. Ниже, чем МБА, в Канаде водителей такси нет. Часто PhD. Да, вот интересно. Но видите, они все англоязычные страны. Зато у них, благодаря оккупации, очень у всех хороший английский язык.
Все это следствие сворачивания проекта науки. Теперь она частная и принадлежит только старым корпорациям. Ну, возможно. То есть нужно очищающее извержение Везувия. Игорю привет, всем привет, да, добрый день. На Западе вообще жопа, там Академия это один из ключевых инструментов по распилу бюджетов. Но у них Академия все же не играет даже близко такой роли, которая играла у нас когда-то. У нас же Академия была Министерством науки. А вы в случае мне про Россию написали уже, у нас ведь аналогично. Ну, не знаю, мне кажется, что особо пилить-то нечего. То есть ведущие институты выводятся из Академии наук у нас в России, а на остальные такое скудное финансирование, что особо пилить-то нечего. Тишарет. Что вы ожидаете от встречи Путина и Трампа? Стрим по этой теме будет? Лично ничего особо не ожидаю. Хотелось бы ошибаться. Вы знаете, я тоже ничего не ожидаю. Это очень напоминает вот эту ситуацию, когда ты делаешь предложение девушке в надежде на то, что она его, конечно, не примет. То есть они могут между собой обсуждать, но на мой взгляд, позиция России, она такова. Но мы готовы о чем-то поговорить. Но вы же понимаете, что Зеленский нашей договоренности не примет. И выполнять его не будет. Поэтому давайте разбирайтесь с Зеленским, снимайте финансирование и поставки военного вооружения с Украины и сливайтесь со всей этой темы. А мы уж там дальше с ним разберемся. Мне представляется, вот будет вот где-то так. То есть наши даже готовы подписать достаточно жесткое для себя соглашение в надежде на того, что там действительно надо будет вывести войска откуда-то и разоружить украинскую армию. И на это Зеленский не пойдет, никогда ее это не примет. Вот мне кажется, вот такая игра, я про это говорю уже достаточно давно, почти год. Но, по-моему, вот такая игра идет с нашей стороны, по крайней мере, дипломатическая. А почему нашему правительству... Вот, Борис Уэм, спасибо большое, у меня есть донат сегодня. Вот такие вот бывают дела. Угу. А почему нашему правительству в связи с демографической проблемой не переопределить сам коэффициент с минимального 2,1 на 0,7? Тогда показатель мы вполне себе будем расти как страна. А что за коэффициент? А, с этой? Ну, наверное, не надо уж совсем жрать-то. Не надо же совсем-то заниматься фальсификациями какими-то. Вот. Ну, 0,7, ну как? Все-таки для поддержания населения нужно 2,2. У нас такого близко нет. Ну и 0,7 у нас, признаться, тоже нету. То есть есть семьи, в которых там 2-3 детей. Есть мини-сериал, там самолет-робот на автопилоте бесконечно бомбит мертвый город. Ну вот, тоже нормально. Ничего не будет, кроме уже сложившейся тенденции перекладывания издержек ведения войны на Европу с последующим скидыванием ее в топку. Пит Хаггерс прямо сказал такое указание ЕС в прошлом году. Ну, может быть. Ну, пытаются издержки, да, скинуть. Прикинуться то, что это война Европы, слиться. Ну, в общем-то. Но наши дипломатическими методами, на мой взгляд, они не верят в какую-то возможность договоренности, остановки войны, какие-то там условия. Они просто добиваются того, чтобы США с этой войны слились. Вот и все. Да, верно. Реально наука частная. Публичная наука – это что-то типа публичной культуры с классической музыкой, балетом, литературой. Хорошие, но морально устаревшие, в целом мало полезные вещи. Но может быть, может быть. Кто смотрит стрим, есть лайфхак Ютуба, который поднимает количество заинтересованности к видео. Надо периодически нажимать F5, обновляя окно. YouTube думает, что присоединяется много новых зрителей. Но зато на мне будет удержание делать маленьким. Нет, у меня мало сейчас народу. У меня сейчас около 45 человек. Начинает рекомендовать его большему количеству людей. А, вот так, да. Может быть. Говорят, что денег, затраченных только на Вторую мировую войну, хватило бы, чтобы обеспечить отдельно бесплатным жильем каждого человека. Может быть. Игорь Ильич, скажите, Путина украдут с Аляски? Нет, я в это не верю. То есть все это боятся, что убьют, боятся, что украдут. Но я что-то в это не верю. Я думаю, что ему даны железнобетонные утверждения безопасности.
как бы так, гарантии безопасности железобетонные даны. Хотя, конечно, территория США меня удивила. Но в этом есть некий плюс, некоторый, ну вот такой чисто вот у меня простой, утилитарный. Я надеюсь, что после встречи где-то там с Трампом, значит, все-таки Путин ездит в Ситку, бывшую столицу Русской Америки, возложит цветы памятнику Баранова, урожденца Каргополя, и помолится в местной православном соборе. И тогда все вспомнят, что Ситка, конечно, Новоархангельск, но у нас же тут есть настоящий Архангельск еще где-то есть. И о нем, ему, может, денежка перепадет какая-нибудь дополнительная. И дополнительное внимание. Кто знает, если они встретятся в Ситке, то, может, в следующий раз они встретятся в Архангельске. Доброго здравия. Вопрос, как можно избежать этого. Так. Вопрос, как можно избежать этого размывания правды, чтобы наука оставалась поиском истины, или пагубная коммерциализация неизбежна? Нет, ну надо самим искать истину, как еще-то? Писал диссертацию, провел эксперимент, осталось твое слово, товарищ оппонент. Ну что-то такое смешное. Нужна воля первых лиц в государстве и полная ревизия науки. Да, спасибо. Игорь, так хочется выйти к вам в эфир. Складно говорить об ученых из стран третьего мира, когда 9 из 10 американских ученых имеют китайские лица. Это правда, да, что американские университеты – это такое место, где русские профессора учат китайских студентов. Но это было 30 лет назад, теперь там уже даже и профессора китайские. Они не из стран третьего мира, они из США, да. Но мы вот о странах третьего мира. У них вот версия была такая, что все американские ученые, даже с китайскими лицами, они, в общем-то, хорошие. В общем-то. А занимаются этим в основном индусы. Если только организовать конференцию стрим. Ну, можно, Игорь. А криптокошелька нет? Нет у меня пока криптокошелька. Криспы однозначно прилипают. ТРНК развитие тоже каскадно детерминировано. Остальные циркулярные микро-РНК из больсоновского мешка усреднения, эргодичности и т.д. А краудинг эффект против стат методов. Думаете? Ну, можете. Не очень понял, а что значит криспы одинаково прилипают. На мой личный взгляд, самая большая задача, стоящая перед современным человеком, это убить войну, сделать так, чтобы человечество больше никогда не воевало друг с другом. Я думаю, это невозможно. Я думаю, что такая практика является для человечества важнейшей. Одной из важнейших в его жизни. Ну, Гераклит же говорит, что война отец всему. Так это и не война. Ну да, это не война. Спасибо, значит, это Дмитрий Б. на поддержку философии. Мне тоже пришел донат, вот такой у меня. Да. Бывает, да. Это возможно, но только после становления единой мировой культуры, а это нереально сейчас. И в единой мировой культуре будет тоже война. Игорь, ваша ошибка в том, что вы прописываете какие-то локальные применения И, как будто они важны. Это не так. И уничтожит более фундаментальные вещи, чем какой-то там индекс Хирша. Ну вот, а я вроде об этом и говорю, что люди бьют посуду и ломают мебель, в то время как у них за окном готовится к извержению Везувий. Мне казалось, что такая метафора, она вполне нормальна. У России в 17 году оттяпали Украину, Ленин отдал кайзеру, а США через у США через 40 лет оттяпали Кубу. Ну вот нельзя сказать, что она России как-то принадлежит сейчас. Она, по-моему, независимая. Про коэффициент. Это была отсылка к зарплате. Ведь с этим прокатило, и все ниши у нас стали средним классом. А, про коэффициент было, значит. Да. Дело даже не в Зеленском, а в европейских клоунах, что стоят за ним. Зеленский пилил деньги и пилит, если ему позволяют, все это знают. Но, по крайней мере, нет ощущения такого, что
Трамп сможет заставить пока что британцев, что Зеленского остановить войну. Ну, кто знает, может и сможет. Зеля стал долларовым миллиардером. Ну, стал, да. Трампа зажали с всех сторон. Поле возможностей у него сильно ограничено. Да, и в общем-то, ему предлагается с Украины уйти. И оставить нам разбираться с Украиной один на один. Гарантия — это когда Трамп пришлет своего ребенка в залог. Так может он и прислал. Кто там ссылался на экспертов, что ВСУ посыпется в середине лета. Вот посыпались, эксперты ошиблись на месяц. Вы знаете, нету пока ощущения, что посыпались. Это такая же ситуация, как помните, была под Очеретино. Там одна бригада просто сбежала с позиций. Сейчас произошла аналогичная ситуация. То ли куда-то исчезли, то ли сбежали с позиций две бригады. Это 120-я теробороны и 4-я бригада Национальной гвардии, это рубеж так называемый. То ли они растворились, просто их перебили, но они куда-то исчезли. Поэтому там случилась такая дырка, и наши не очень понимают, что с этой дыркой, по-моему, дело сейчас. Идти дальше, так это опасно, потому что у нас же главная сила — это фабы, а фабы далеко не летают. Всегда надо не отрываться от возможностей, от районов, с которых могут самолеты пускать эти самые фабы. Вот такая вот эта ситуация. Вот. И они исчезли куда-то, эти две бригады, куда-то они пропали. Вот. Такие уже, говорю, ситуации, такое бывало уже, бывало не один раз. Такое было под Харьковом, когда наши в районе Липцов ходили, там тоже одна из бригад будто бы покинула свои позиции, еще чего-то. Вот так. Но мы надеемся, что все-таки эксперты будут правы, и когда-нибудь обвал случится. Я-то вы помните, если стрим конца 2024 года, я же говорил, что если не будет принято решение закрепиться по Днепру, то тогда через некоторое время оборона Украины в левобережье примет очаговый или островной характер. Когда у тебя будут определенные укрепрайоны, которые она может удерживать, а всю линию фронта она контролировать не сможет. Ну, там, скажем, большую зону вокруг Харькова, потому что Харьков окажется в блокаде. Или как-то еще. И пока больше напоминает вот этот сценарий, который я придумал там в конце 2024 года. Голковский как-то сказал, что 5 дней усмирения Грузии любой командир танка могут сделать историю. Выстрелив из танка по памятнику Сталину в горе. Похоже, что скоро любой Тарас может сделать историю. То есть выстрелив почему, по какому месту, не очень понятно. По памятнику Ленина, так у них там не осталось. Спасибо большое за стрим. Или за памятнику Путину на Аляске, что вы имеете в виду? На встрече Трампа с Алиевым Трамп сказал, многие хотят, чтобы я пошел на 3-й срок. А Алиев тут же поддакнул, да, и мы это тоже. Что для Трампа с американской стороны выглядит очень дерьмовенько. Но вы помните замечательный американский фильм с Кирстен Данст. Значит, гражданская война. Там гражданская война началась с того, что Трамп пошел на 3-й срок. И во время этого 3-го срока, в конце этого фильма, его убивают. Вот так она устроена. Любая утопия всегда разобьется от несовершенства человека. Всегда при наличии малейшей свободы недостатки людей будут приводить к конфликтам разной интенсивности. Да, будут приводить, конечно. Всегда будут больные душевно, всегда будут алчные обуреваемые страстями. Нужно принять это и бороться за высокие идеалы, без заваривания носика у чайника. Да, всегда будет такое. Ну, вспомним опять Константина Крылова, его роман «Факап». Там была совершенно зверская беспека у светлого коммунистического завтра. То есть реально совершенно отрубавшие головы там, и складывавшие их в мешок. Вот такая была беспека зверская. Даже если вы не применяли написание фейковых статей, все равно уничтожить старую научную школу. Это не будет путем спама и размытия критериев научности. Это даже не понадобится. Ну, наверное, да. Наверное, да. Ну, вот это да. То есть у нас будет не только мертвый интернет, у нас будет еще и мертвая наука. Будет еще и мертвая наука.
Просто будет новая игра. Накрученный скор в старой игре, скор, да, или настоящий уже не будет интересно. Хотя он, конечно же, будет накрученный. Но я вот термином скор я не владею просто, наверное. Я так понимаю, это что-то такое хорошее и важное, да, скор. Ну вот так. Чего у нас еще? Здесь ничего, здесь не... Ну все, спасибо, значит, Хубу. Это он днем присылал нам донаты. Дмитрию Б. Соответственно, и Борису М. Вот. Такие дела. Будем с вами расставаться. А левел, да. Все. Если Россия обозначит себя в Сирии, будет ли это козырем на переговорах? Нет, не будет. Ей как бы особо обозначать не нужно. Просто понятно, что нынешняя сирийская власть кровно заинтересована в том, чтобы Россия там осталась. В качестве противовеса Израилю в основном. Такого рода. Она будет заинтересована в этих вещах. Там все практически заинтересованы в том, чтобы Россия осталась. Одна только Россия заинтересована в том, чтобы оттуда уйти. У нас потому что логистика неудобная с самого начала. Ведь главный военный институт или военное училище – это Академия тыла и транспорта. Как что-то привезти, как доставить в кратчайшее время эшелон снарядов и всякие остальные вещи. Транспорта и тыла. А ты здесь как? Ты осуществляешь снабжение каким образом? Гражданскими судами через Босфор и Дарданеллы? Опасаясь того, что это гражданское судно, понятно чем груженное, повстречается с какой-то миной или с катером, нагруженным взрывчаткой, взлетит на воздух. Это загадочная вещь. Я говорю, я его тогда не понимал, сейчас не понимаю. Это больше всего напоминало, как у меня соседний кладовщик там завел приблудную собачку, ну то есть бродячую. Она стала воспринимать его как хозяина. И они пришли ко мне на склад, и я прихожу. И она начинает на меня бросаться, все время оглядывается. А правильно она делает? Правильно ли? То есть она пытается к своему новоиспеченному хозяину подлизаться таким образом. Меня, кстати, облаивают на моем личном складе. Вот, такого вот рода вещь была. И здесь также после 2014 года такое ощущение, что они как вот эта собачка оглядываются на Америку, оглядываются на Европу. А давайте мы вам поможем и облаем ИГИЛ, допустим. Или еще кого-нибудь облаем. И облаивали. Ну так. Что насчет Армении и Азербайджана? Ну, это очередная, не такая глобальная, но тоже поражение нашей текущей российской власти. Кончится это все печально со временем. Это очередная войнушка, на этот раз за Кавказе. Ну и как она будет пройти, когда? Понятно, что вместе с украинским конфликтом она несовместима, что она может начаться только после того, как украинский конфликт более-менее будет завершен. Раньше она не свершится, но она вот произойдет со временем. Очень сложно спасать армян, если сами армяне не хотят, чтобы их спасали. То есть они реально хотят, по всей видимости, покинуть весь этот так называемый западный Азербайджан, то есть нынешнюю территорию Армении, и куда ей разбежаться по миру, как евреи когда-то. По-моему, они этого хотят больше всего. Зачем Путин заманивает американцев себе под брюхо, хочет сдушить в объятиях? Ну да, то есть на самом деле, конечно, опять вспоминаем Академию тыла и транспорта. Логистика в случае какого-то конфликта для американцев в Закавказье будет очень неудобной. Очень неудобно. Будет гораздо хуже даже, чем на Украине. Белый дом заявил, что Путин сам попросил о встрече. Верим? Но наши это нигде не подтверждали. Сомнительно, мне кажется, все-таки это Уитков приехал с предложением. Непонятно. Сейчас есть же разные версии, что там будет заключено
И они каждый день становятся все более жесткими по отношению к Украине. Каждый день какая-нибудь очередная газетенка западная что-то там публикует, как будто она что-то знает. Но они вот нарастает. Оно будет в субботу, по сути, это же встреча. Индекс Хирша побуждает ученых плодить бредостатьи. Это смахивает на тактику мозгового штурма. Собираются мыслители и набрасывают идеи. Все, что происходит в голову. Некоторые идеи оказываются перспективными. Но не знаю, мне кажется, индекс Хирша, более-менее. То есть это, как бы, что называется, лучший из худших. Он нормальный. Индекс Хирша, если ты действительно занимаешься наукой, ездишь на конференции, с кем-то общаешься, еще что-то делаешь, то Хирш у тебя может быть большой. Подтрунивать это как бы прикольно считается в интернетиках. Но я понял вас, вы правы, подтрунивать это неправильно. Спасибо за урок доброты. Ну да, там же ведь очень разные люди собираются. Очень разные люди. Я так скажу, что не все здоровы вполне. И что здесь как бы так подтрунивать, это странно было бы. Вопрос в том, для чего нужен мозговой штурм? Что штурмуют? Телепортацию? Да все подряд штурмуют. Обычно, как увеличить продажи. И как обеспечить прирост роста. Его и штурмуют как-то. Или снизить затраты. О чем мы еще можем штурмовать? Так. Сейчас вернусь. Такие вот дела. Я тут, кстати, вчера открыл интересную вещь, что мне, оказывается, ни хрена не падает. Не падает количество ни просмотров, ни лайков. Неожиданно это сделал. Я посетил, значит, канал ВКонтакте, который ведет Артем Александрович. Вот. Я, значит, его посетил и увидел, что на самом деле, что количество просмотров некоторых видео там значительно больше, чем на Ютубе. То есть некоторые даже 4000 человек посмотрели. Ну, в основном меньше, конечно, но некоторых много. То есть там количество просмотров уже оказывается сопоставимым с Ютубом в среднем. А когда я там был последний раз, там было 20-30 просмотров. Вот так по мелочам. Шли, значит, и благодаря трудам Артема Александровича мы, значит, канал потихоньку в ВКонтакте существует. Игорь, до вас БПЛА не долетали украинские? До меня не долетали, но говорят, где-то были недалеко. Вы же знаете, там Переслегину перелетали, например. Понятно, что это ровно по диагонали от меня город, я на юго-западе, а он на северо-востоке. Но тем не менее, пока не долетали. А так да. Все больше и больше будет украинских БПЛА каждый раз. Каждый день. В следующем году будет их еще больше. Будут они самолетного типа, не самолетного. Действительно, количество их будет расти сильно, как и количество гераний. При том, что у Украины есть маленькое преимущество, потому что ее тыл – это Европа, которую мы не обстреливаем. А наш тыл – это всего лишь та же самая Россия. Вот так. По сути, мы можем на Украине уничтожить любую найденную цель. Это без проблем. Просто проблема ее найти. Пока. А вот у Украины в России, у нее нет проблемы искать цели. У них проблема долететь и поразить. Да, донат из любой точки. Да, надо завести себе криптокошелек, да. У Украины еще одно преимущество. Большой банк цели. Вот я это и сказал. Да. Что у России нет никаких
Только что я это и сказал. Нет никаких проблем что-либо поразить, есть проблема найти цель. А у Украины нет проблемы с целями. У нее есть проблема с тем, чтобы поразить. Но я думаю, что этих самолетов, беспилотников Западная Европа через год, два, три наделает гораздо в большем количестве, чем сейчас. И ситуация даже для России будет не как сейчас, ха-ха, окна где-то там побили, и где-то что-то одно взорвалось, какая-нибудь цистерна горит. А будет вполне серьезная проблема будет через некоторое время, может быть даже через год. Мгм. Ну вот так, все, спасибо. Спасибо. Или еще? Нет, ничего.